Привет! Что будет дальше между вами и в ваших отношениях? Можно загадать себя здесь, это вы как сигнификатор прекрасный, и загадать его, это он сигнификатор. Вы просто вкладываете в эти две карты своих двойников на время просмотра, и будет расклад для двоих на картах Сибила. Замечательных, стопроцентная правда, как всегда, на этих картах. Они называются вера Сибила, то есть правда. Итак, начнем смотреть, что на пороге у ваших отношений, что будет дальше, что на горизонте для вас. Его мысли, его действия, все узнаем. Здесь он слева, потому что мне нужно, чтобы был поворот друг к другу. Угу. Что будет дальше между вами? Это очень хорошая карта для отношений между вами, и она называется постоянство. Постоянство и консультант. Это человек, который вам поможет, тот, который сделает вашу жизнь удобной. Да? Вы видите здесь личность, то есть это символ того, что между вами начнется период, когда вы будете договариваться и любить друг друга еще крепче. Червовая тройка, как вы видите, да? Игральная карта тоже играет огромную роль, говорит о любви и о том, что будет продвижение, именно в любви продвижение будет. Очень хорошо. А также консультант – это человек, который поможет вашему сближению. Например, у него будет лучшая зарплата, или же у вас будет лучшие обстоятельства домашние. Вы уедете от родителей, переедете в лучшую квартиру. То есть будет у вас больше хороших обстоятельств касательно быта. И эти хорошие обстоятельства позволят вам приблизиться друг к другу и быть более стабильным в отношениях. Я сейчас выкладываю карты с его стороны. Консультант посередине – это прекрасная стабильность. Даже вот она держит стул, здесь, который вам дает. Садитесь, пожалуйста, на стул, у вас все будет хорошо. А стул – это символ стабильности. А с его стороны в мыслях вышла карта адвоката. Это еще один помощник. Он будет пытаться договориться с вами. Если до сих пор договоренности не получалось, с тех пор, как вы посмотрели расклад, между вами будет договоренность. В области его сердца карта вышла, которая называется anger, или же злость. Он на кого-то злится. На кого же он злится? На ваше отсутствие. Наверное, не получается у вас какое-то время видеть друг друга, и он злится на обстоятельства, которые мешают тому, чтобы быть вместе. Что он будет делать? Эта карта любви вышла. Он будет стремиться с вами встретиться. Он будет делать все возможное, чтобы с вами встретиться. Эта карта любви вышла. Есть ли какие-то препятствия? Есть ли какие-то препятствия? Визит. Видимо, кто-то его посетит или вас посетит. И этот кто-то будет препятствием. Он как бы будет стараться угодить, сделать все хорошо, правильно, но человек будет такой сплетник, у которого есть какая-то своя выгода, и этот человек, он, конечно, может быть препятствием. Вот эта карта врага говорит, что в ваших в ваших отношениях есть препятствия. Я должна сказать, не только люди могут быть препятствием, но также обстоятельства. Например, вы живете в разных городах, в разных странах, у него такие неудобные часы работы, или у вас неудобные часы работы. Могут быть люди, это и его близкие, друзья, могут быть люди препятствием, например, друзья, которые завидуют и где-то даже магичат, что-то такое делают. То есть здесь как обстоятельства, так и люди могут быть препятствием между вами, но я не вижу, что он будет слушаться этих препятствий, поскольку карта вот здесь любви, это любовь. Она говорит, что он вообще никого не будет слушаться и будет идти своим путем. Он вам напишет письмо скоро. Он обязательно вам напишет письмо. И он скажет, что у меня были обстоятельства, это карта солдата. Он скажет вам, объяснит вам, какие у него были обстоятельства, которые мешали ему с вами встретиться. Он все объяснит. Он объяснит, что у него случилось в жизни. Он успокоит ваше сердце, другими словами. Он сделает все возможное, чтобы с вами встречаться. Он себя
поставит на такое место, где вы у него будете в поле зрения. Я могу сказать, что он следит за вами повсюду. Даже если вы сейчас с ним в разлуке, он следит в соцсетях за вами. Он думает, как пройдет следующая встреча. Вы ему очень-очень интересны. И если вы спрашиваете, когда он напишет, вышла карта письмо. Ну, здесь 52 карты, много карт. Ну, а карта письмо, конечно, говорит, что напишет он скоро. Обязательно напишет скоро. Вышла карта консультанта. И вы знаете, что вот есть у нас консультант женщина и консультант мужчина здесь, вот видите как. То есть будут помощники в ваших отношениях, какие-то люди, которые будут способствовать вашим отношениям, либо же обстоятельства. Вообще, если выходят консультанты он и она сразу, это место силы и говорит о том, что даже обстоятельства будут выправляться, обстоятельства будут изменяться в сторону лучшую для вас. И как-то так все расположится магическим образом, что ваша встреча уже предопределена, и вы сможете встретиться. Так сложатся звезды, так время, обстоятельства, все как-то, знаете, как в пазл. Так все сложится, что вы обязательно встретитесь довольно скоро. Скучает ли он о вас? Где-то он еще в ссоре с собой. Одна часть его говорит, что он очень хочет вас видеть, а другая часть говорит, пока еще не время, я еще не сделал то, чего я обещал. Но кто вот меня сейчас услышит, да, тот, кто кому это относится, потому что все мои расклады, они относятся ко всем. И каждый услышит в раскладе, то есть то именно, что нужно услышать, что касается вас. И таким образом высшие силы вас ведут. Ведут вас. Как с ним себя вести? Как с ним себя вести? Карта надежды. Ну вот в мыслях, понимаете, карта надежды — это очень хорошо, во-первых. Она говорит, что надежду-то не нужно оставлять, потому что здесь сзади есть карта, не карта, а символ. Символ якоря и корабля. Корабль — это, конечно, романтическая с ним связь, которая будет продолжаться. А карта якорь говорит, что он надежный партнер, он преопределен судьбой. И нужно просто вам знать, что все получится. И еще здесь трефа. Это интересно, тройка треф. Да, у нас уже была здесь, смотрите, и бубновая тройка. Это очень здорово, потому что подтверждает силу расклада, когда много таких карт. И тройка червовая. А тройка треф говорит, отнеситесь к нему и к отношениям с ним как к бизнесу. Вообще-то люди не любят это слово и думают, что должна быть сплошная романтика и букетики, только розы, шоколад. На самом деле, когда вот идет букетики, розы, шоколад долгое время, а на этом все и заканчивается. Да? Любые отношения должны переходить в очень справедливый бизнес со временем. То есть и ты мне, я тебе, у нас все уютно, стабильно, мы друг друга доверяем, и в то же время мы не спускаем всяких неуважительных моментов, да, и об этом масть треф, то есть деловая масть. У вас немножко такое романтическое отношение к нему. Здесь, кстати, карта невесты, которая ждет. Безусловно, вы ждете от него шага касательно принятия решений, руки и сердца, предложения. Можно сказать по раскладу, что он его сделает. Два консультанта, и они четко об этом говорят. Но тоже нужно знать, что вам нужно относиться к этому более деловому. Вот не тратить свое время на мечты, да, а больше вот мои расклады, они очень такие действенные. Видите, карты я использую такие, где действий очень много, а не где там просто вот вода, вода и вода. Мои карты все действенные, и они вам покажут, что нужно делать. Еще вам даются советы такие. Это Sweet Card, это очень хорошая карта. Она говорит, что вы его любимая, и здесь волнений быть не может никаких. Вы для него любимая. Оставайтесь такой любимой для него. Это то, что есть, это то, что всегда будет между вами. Понимаете? Угу. Еще совет вам, что делать. И здесь очень хорошая карта. Она называется Faithfulness and Affection. То есть
извините, опять здесь о том, что нужно просто знать, что все будет хорошо, да, верить, надеяться, и все будет хорошо, поскольку affection – это предрасположенность к нему, любовь к нему. Вы же его любите, да? Продолжайте его любить. И здесь девушка, собака, то есть преданность друг другу. Это карта преданности. Оставайтесь преданной себе и ему, и между вами будет все замечательно. Если препятствия. А здесь есть спор. Интересно, что и с этой стороны тоже есть карта спора, да? У вас какой-то был спор, который стал препятствием. Уйдет ли это препятствие? Смотрите, это важное знание, которое вы получите. Этот спор, он так просто не прошел. Вы и он, вы как пара, получили в результате этого ссора важное знание о друг друге. И эти важные знания на самом деле вначале показались такими угрожающими. Но любой спор, конечно, это угроза. Но здесь карта того, что вы вынесли какие-то знания друг о друге и поняли, как друг другу приспособиться после этого спора, на самом деле очень хорошо. То есть спор, он не был напрасный. Спор этот привел вас к лучшему пониманию друг друга. Просто есть немножко дилей, это откладывается чуть-чуть, да. Вот вы действительно сейчас ждете, ничего не происходит. Может, то, что должно произойти, немножко откладывается. Но с вашей стороны вышли карты, которые говорят, что все будет хорошо. Нужно только ваше постоянство к тому, что вы его любите, и знать, что он вас любит. Его действия будут только позитивными. Здесь карта любви прямо у него в ногах. А раз карта любви у него в ногах, действия у него будут только позитивные. Он ищет с вами встречи. Он обязательно объявится, и есть великолепное продолжение ваших отношений. Вот видите, эта карта свидания вышла. Так что между вами очень скоро будет свидание. Что это будет за свидание, я спрошу. Посмотрим. Это путешествие будет. Вы решите куда-то поехать вместе или встретитесь в путешествии. Я сейчас хочу 1 минуту взять, отвлечься. То есть, на самом деле это не отвлечься. А сказать тем дорогим, кто не имеет отношений, это тоже для вас расклад. Мои расклады, они всегда для всех, потому что если у вас нет отношений сейчас, здесь может проявиться человек, который вас любит, хочет с вами встречи. Он, кстати, может быть, занимать должность адвоката или работать где-то вот в таких структурах власти, да, или же в местах, где люди идут что-то просить, например, нотариус он может быть, или же может где-то в какой-то конторе, там, например, вода, где подается газ, свет, вот в таких конторах. Либо он может быть учителем, он может иметь свой бизнес, человек не глупый совершенно, может появиться в вашей жизни, с которым у вас могут сложиться прекрасные отношения. Не пропускайте этой возможности. Мои расклады всем нужно смотреть. По той причине, что мы выложили карты, а значит, это уже будет материализоваться. Понимаете? Вот на столе здесь это то, что делает ваш мозг. Он делает виртуальную картинку. И так всегда было, так всегда будет. И до века компьютеров так тоже всегда было. Наш мозг делает картинку, а потом тело ее проживает, потому что телом руководит мозг. И иначе мозг не действует. Мы можем прожить только то, что представил себе мозг. Только то. Мы другого ничего не можем даже увидеть на Земле. На Земле могут быть еще всякие параллельные жизни, параллельные миры. Но мы можем увидеть только тот мир, который наш мозг создал. Поэтому мои расклады, вот они такие, они вам сделаны, чтобы вы вынесли отсюда энергетику для продвижения себя. Просто нужно расслабиться, дать раскладу проиграться, посмотреть его для удовольствия. Это карта ссоры. Многие, кто сейчас смотрит, просто поссорились с любимым человеком. Просто что-то пошло не так. И вы поэтому смотрите. Смотрите, для многих, кто поссорился, я вижу, что он вернется. Потому что здесь карта любви. Здесь без сомнения он вернется. У вас есть 2 помощника, 2 консультанта. И опять же, эти карты консультантов, они тоже играют такую важную роль. Это обстоятельства, которые будут теперь на вашей стороне. Обстоятельства будут складываться таким образом,
что вы придете к пониманию, что друг без друга вы просто не можете. Вам будет лучше друг с другом со всех сторон. С экономической стороны, да. Например, две зарплаты складываются, люди, естественно, намного в 2 раза богаче. Вы спрашиваете, как стать в 2 раза богаче. Не обязательно, чтобы только он зарабатывал. 2 зарплаты складываются, вы в 2 раза богаче. С экономической стороны, например, он хорошо зарабатывает, а вы умеете обращаться с финансами. Вы такой финансист, который знает, как деньги вкладывать правильно, что правильно покупать, чтобы они через дырку не уходили куда-то в никуда, да? Потому что заработать деньги – это только первая часть успеха и богатства, а вторая часть успеха – правильно с ними обращаться. И здесь может быть у вас такая синастрия, такая договоренность. Или же у некоторых случаев даже женщина больше зарабатывает. Разве в этом дело, если он приличный человек, но он зарабатывает немного меньше? В этом тоже нет греха, да? Вы вместе сложили деньги, и вы уже в 2 раза богаче. То есть здесь экономическая такая стабильность вам дается, карта адвокат, конечно, и помощь обстоятельств, которые приведут вас друг к другу. Но я должна сказать, что 5% бывает слушателей, которые загадывают, например, вот мне пришло вчера по почте, он наркоман, какое у нас будущее, дорогая? Ну, я не обращаюсь ни к одному человеку, конечно, ко всем. Если он наркоман, алкоголик, вас ударил, зачем вы загадываете его, будет ли у нас будущее? Зачем? На самом деле вы провоцируете что? Ну, что вы провоцируете, да? Карты всегда покажут, есть ли у вас счастье. И, конечно, есть. Вселенная вот готовит вам счастье, пока вы загадываете наркомана какого-то и хотите, чтобы я вам сказала, что с ним есть будущее. Карты всегда знают вас в лицо, понимаете? Потому что гадающий – это вот 7 миллиардов людей и одна карта. Карта переваривается 7 миллиардов людьми по-разному, по-всякому, поэтому карты целебные. И у вас, если там полный тупик, таких есть 5% слушателей, карты всегда показывают для вас нового человека. Я когда-то все закончила говорить, что-то такое очень серьезное, я всегда беру карту, чтобы узнать, правда это или нет, что я сказала. Эта карта «Дом» вышла, она правду говорит. Это карта «Дом», она говорит, что действительно у вас есть возможность найти нового человека для вашего дома, стабильного, надежного, приличного, приятного, который ни в коем случае вас не унизит больше, не будет вами пользоваться. Кто такой эдикт или человек, у которого привычки злые, вредные, ну, как алкоголизм и так далее, да? Это человек, который использует других. И он больной, конечно, он использует не потому, что он как бы осознает, он не осознает, но это же не меняет дело, вам все равно с ним плохо. Здесь новый человек может пройти, и с ним счастливый, богатый дом. Вот здесь просто счастливый, богатый дом, где все есть, и вы наслаждаетесь обеспеченностью. Такой человек уже давно есть в пространстве для вас, но поскольку вы об этом не знаете, посмотрите расклад, дайте раскладу проявиться, да? Делайте что-то. Как я говорю, эзотерический принцип, их 3. Первый эзотерический принцип – это правильные мысли, и это мысли Вселенная вам дает. Правильные слова, и это я даю, потому что я говорю слова правильные, а вы у себя дома тоже правильные слова должны, да, говорить. И третье – правильные действия. И здесь нужно вам, конечно, это уже только от вас зависит действие, только от вас. Ну вот я сейчас подытожу, да, все подытожу. Это он, это его сигнификатор, а это вы. И здесь получается голограмма вас двоих. Что вы в себя можете впитать? Энергетика расклада, она впитывается. И у меня всегда со знаком плюс. Со знаком минус гадать нельзя. Это вообще преступление, на мой взгляд, да? Вот. И со знаком плюс то, что обстоятельства сложатся так, что для вашего дома будет счастье. Понимаете? 2 консультанта. Это консультант денежный мужчина, это консультант сердечный женщина. Так в этих замечательных Сибила картах есть все, женский и мужской консультант. И для того все это вам нужно обстоятельства, люди нужные будут попадаться, чтобы вы были счастливы с ним в доме вашем. Он здесь человек серьезный, который берет на себя ответственность по карте лоер или же адвокат, и все, что он хочет, это любить вас и сделать вас счастливой, потому что 52 карты в колоде, и
карта «Любовь» у него в ногах. А в ногах это его действия. Если мы уже говорим о его действиях, посмотрим ваши действия сразу. И у вас в действиях карта надежности, faithfulness — это верность, и affection, то есть любовь к нему, предрасположенность к нему, да, благоволение к нему. И это очень-очень хорошо. С двух сторон вышли вот такие замечательные карты, которые подтверждают вашу любовь и что у вас с ним будет счастье. В мыслях у вас карта надежда, хорошая карта, но тем не менее много мыслей, мало действия. Вам дает совет больше что-то делать, да? И я уже высказывалась вот перед этим, послушайте, это были серьезные слова, конечно. Иногда я говорю то, что я замечаю у комментаторов, чтобы, если другие люди слушают, понимали, как смотреть именно мои расклады, у меня свой метод. На уровне сердца смотрите, что у него и у вас. На уровне сердца у него какая-то не очень хорошая ситуация сейчас касательно финансов, потому что написано anger — это злость, и треф — это финансы. Не очень легкая ситуация, и как бы его удача немножко оставила. Бубен — это удача в деньгах, и absence — это отсутствие. Что-то сейчас его оставило. На уровне сердца он знает, что вы его любите, он знает, что он всегда может с вами продолжить и вернуться, но поскольку у него сейчас много проблем каких-то, он как бы отсутствует либо же физически, либо же отсутствует вот ментально. Вот он вроде с вами, и вы чувствуете, что не с вами, да, вот по этой причине в основном. Далее, происходит какая-то борьба, потому что quarrel — это борьба, и там даже видно на карте, что это. Сейчас у него происходит на уровне сердца борьба, но это не мешает ему вас любить. Понимаете? Потому что действия его любовные именно к вам, и он очень серьезно к вам настроен. Адвокат — это серьезный человек, который серьезно к вам настроен и серьезно вас любит, и серьезно хочет позаботиться о вашем общем доме. Здесь дом. Если у вас еще нет общего дома, у вас он будет обязательно. Поэтому карта «Дом» вышла там между вами. С вашей стороны на уровне сердца, это сейчас будет резюме уже с вашей стороны, это очень тоже нужно знать. Нам, конечно, важно знать, что о нас думают другие и так далее, но знать себя-то дорогого стоит. И с вашей стороны, в принципе, начинается все с хорошей карты. Это любовь к нему. Вы ждете от него письма, вы ему пишете письмо. С его стороны будет письмо. Вот здесь мы видим карту письма. И он вам объяснит все, расскажет о себе. Письмо и солдат. Будет такое хорошее письмо, серьезное письмо, где он скажет: окей, знаешь, у меня были серьезные обстоятельства, а теперь мы давай встретимся. Хорошая карта с вашей стороны. Вы спрашиваете, будет ли письмо, и с его стороны письмо обязательно будет. Но еще письмо откладывается, потому что delay, здесь карта, да, откладывается по каким-то обстоятельствам. А обстоятельства еще есть chattering. Вот эта карта, она, кстати, очень смешная такая. Смотрите. Это сплетни. С вашей стороны, вот здесь не только бизнес с его стороны, но тоже с вашей стороны сплетни какие-то. Наговоры на вас, сплетни мешают вам встретиться. Кто-то, может быть, делает какие-то привороты на него. Он мужчина видный, он мужчина интересный, кому-то тоже еще нравится. Кто-то делает какие-то привороты на него. Либо же женщины в возрасте, там в подъезде, знаете, судачат о вас и о нем. И вот это негативное судачение, оно же не в пользу. Я поэтому вижу, вы переедете в какой-то другой дом. Какой-то такой дом, где не будет таких сплетен, где не будет таких людей, которые будут, вот, знаете, черный глаз, бывает, говорится, да, сглазил. И такие женщины, которые вот сидят, им нечего заниматься, только говорят о вас что-то плохое, наговоры всякие. Это очень нехорошо для энергетики между вами. Старайтесь, может быть, как-то себя защищать. И в этом случае ничего нельзя сделать, если вы там живете и у вас нет выхода, уехать оттуда сейчас. Но я знаю, что у вас будет переезд. И не зря вышла карта, которая называется Country House. То есть дом в другом месте. Country — это где-то за городом, да? Где-то вы уедете за город, в другом месте будете жить. И тогда не будет вот этих черных глаз женских. Но люди это делают, потому что им нечего делать обычно. По глупости своей, им нечем заняться, у них
нет своей жизни, нет никаких дел, и все, что они могут, это обсуждать жизнь людей, это для них, ну, в кайф. И я смотрю, что вот я ютубер уже давно, и я вижу, где очень большие просмотры, где, ну, я не имею в виду гадательные, да, такую нишу гадательную, а другие, там, где идет обсуждение других людей, да, обсуждение знаменитостей или там, где издеваются над другими людьми. Вот есть такие всякие люлики-болики каналы, там миллионы просмотров. То есть это как бы для человеческой натуры довольно естественно обсуждать других людей. Но этим людям просто нечего делать. Как от них защищаться? Нужно, конечно, ставить защиту, вот и чисто эзотерическую. Нельзя же к ним прийти и сказать: слушай, не говори обо мне. Они вас даже не поймут, они будут продолжать о вас говорить негативно. Это влияет, да, это влияет. Любое пространство общее, оно такое, да, черно-белое со знаком минус часто. А вот ваше внутреннее пространство между вами и ним со знаком плюс. Потому что здесь между вами вот прекрасные 3 карты, которые говорят, что защита высших сил стоит. Но на всякий случай можно посмотреть мои ангельские чистки, они в бесплатном доступе. Называется такая чистка «Советы любови» есть у меня. Авалон, страна блаженства. Но есть таких много хороших чисток, которые ставят еще дополнительную энергетическую защиту. Если есть желание, можно обратиться на другой канал, и это все в общем доступе есть. Если бы не вышла эта карта, конечно, я бы не рассказывала это все с вашей стороны. Именно на вас идет наговор. А как это так, что у нее такой интересный мужчина к ней ходит, да? А как это так, что вот у нее получается, а вот у той не получается? Вот они, знаете, женщины, эти сплетницы, к сожалению, такие есть. И еще, что негативно идет, я здесь вижу с вашей стороны, да, поэтому идет разговор о негативном влиянии. Кто-то недоволен, что у вас все хорошо вот по этой карте, кто-то очень недоволен. Может, мужчина и женщина, какая-то пара есть в вашем окружении или ваши родственники, которые очень недовольны. И какая-то старая женщина, ну, пожилая, можно сказать, извините, что я так выразилась, очень пожилая, которая, знаете, спекулирует вами. Вот дам тебе это, если ты будешь себя хорошо вести, а если будешь плохо себя вести, не дам это. И зависеть не нужно от нее, потому что вы себе портите нервы и больше ничего. И человек, в общем, вампирит, да, вампирит по отношению к вам. Еще здесь вышли 2 карты совета о том, что у вас будет встреча с ним в путешествии каком-то. И я хочу напомнить для тех, у кого нет отношений, это ведь тоже для вас. У вас будет встреча с мужчиной новым, когда вы будете где-то в путешествии. Путешествие может быть просто... Вы будете идти по парку местному или по магазину местному, понимаете? Это тоже путешествие. Либо же дальнее путешествие может быть тоже. И с каким-то мужчиной у вас может быть очень даже приятная встреча. Обязательно. Я перейду на его сторону, чтобы еще раз подытожить, вот если препятствие с его стороны. И мы здесь видим, в принципе, что тоже есть враг. Да, тоже есть враг. Тот, который услуживает ему. У него, скорее всего, враг-мужчина. Какой-то мужчина не очень старый, не очень, ну, в возрасте я имею в виду, который просто его ненавидит, потому что завидует. Знаете, мужчины тоже завидуют друг другу. У мужчины то же самое, у них и на внешняя зависть. Все такое есть обязательно. Даже, может, больше, они просто в этом не признаются. Так что есть такой мужчина у него. Как это на него влияет? Ну, вот сейчас у него какие-то скандалы идут в его окружении. Угу. Идут какие-то неприятности у него есть. Не зря такие карты вышли, да. И он в вас находит утешение. Он найдет в вас эти утешения обязательно. Он очень приличный человек. Вы знаете, почему его не любят? Потому что он очень справедливый. Поэтому его не любят. Дорогие, кто напишет мне, ну он же несправедливый, он такой гад и все далее, и так далее. Вы загадали человека, который гад. Зачем вы это делаете? Ну зачем вы испытываете карты, высшие силы, да? Просто посмотрите мой расклад, и здесь для вас будет справедливый, приличный человек, который вас любит. И это материализуется. Так все просто работает именно в моей методике. Я не буду смаковать ваш неуспех в любви в прошлых жизнях, или вчера, или там год, или 10 лет назад. Зачем это делать? Зачем это делать? Нужно смотреть вперед и искать для себя счастье. Это то, что делают мои расклады. Я вижу, что он напишет письмо. Ну вот такой замечательный совершенно расклад. Вам на пользу, вам на счастье.
вам на совершенное удовольствие от него. Кто не имеет отношения, вы привлечете в себе в жизнь человека справедливого, с которым будет общий дом и который вас будет обожать. Если кто-то спрашивает, почему он не пишет, я объяснила почему, и он вам напишет. Если кто-то спрашивает, заинтересован ли он во мне, посмотрите, пожалуйста, какие карты, и послушайте еще раз. Безусловно, 100% он в вас заинтересован. И он хочет вам сегодня сказать, если кто спрашивает, что он хочет мне сегодня сказать, что он стремится к встрече. Вот как только разрулит дела, он будет спешить к вам на свидание обязательно. Позвонит, появится он довольно скоро. Но это вот от недели до месяца, можно сказать, да. И он видит ваши отношения только как любовными. Интересуется ли он вашей жизнью? Абсолютно. Иначе не было бы здесь 2 консультанта и дом. Вот вы ему нужна такая уютная, да, не обязательно женщина, да. Вот я, знаете, смотрю в североевропейских странах, вот это Гемютлих или вот это Хюге, уютная жизнь. Он хочет уютной жизни. Ему надоели разборки, вот это рвать душу по-славянски. Он больше не хочет. В этом есть свои прелести, но тоже есть усталость. Мы устаем от этого, да. Нервы портит это все. Он хочет такой спокойной жизни. Угу. И если кто-то спрашивает, где и с кем он сейчас, смотрите, он вообще здесь один решает свои дела, думает о вас, хочет вам написать и с вами встретиться. Такой расклад. Я сейчас буду собирать. Мои сборки раскладов всегда литургические, так что приглашаю вас поучаствовать на сборе расклада. Это очень важно. Расклад, который закончен, только тот может сбываться, да? И тот, который для себя смотрит, должен видеть сбор расклада. Это так все просто. Я уже объясняла, как в церкви причастие. То же самое. Ведь церковь и причастие, тело и кровь Христа — это на самом деле очень сильная магия. Очень и очень сильная магия. Уже сильнее этой магии нет. Вот так. Я хочу сказать, что я себя, естественно, предохраняю, да, каждый должен позаботиться о своей безопасности, поэтому у меня все видео монетизированы. Все знают, что гадать бесплатно ни в коем случае нельзя, поэтому если видео не имеет монетизации, на мой взгляд, это что, я не знаю. Хотя реклама услуг — это тоже нормально, если кто принимает лично. Я лично не принимаю. Вот, можно мне поставить лайк, если я вам помогаю. Сердце успокаиваю, и все получается у вас. Вы знаете, какой дорогой идти. Можно переговариваться в комментариях. Почему никто никогда не переговаривается? Можно тоже поделиться видео с друзьями. Или если у вас есть желание послать донат у меня на сайте, это будет здорово с вашей стороны. Я буду счастлива и там даю вам бесплатный, вернее, благодарность, эксклюзивный просмотр моих чисток. Чистка возле доната сразу. Сразу, вот как только донировали, сразу чистка возле доната. Посмотрите, пожалуйста. Если у вас нет возможности донировать, я очень прошу вас не писать мне об этом, потому что я знаю, что у всех людей разные обстоятельства, и я ни у кого ничего не прошу. Если кто-то думает, что я у кого-то что-то прошу, это значит, каждый в меру своей испорченности это все понимает, да? В меру своего понятия, извините, не испорченности, а понятия. Это не просьбы, это просто то, что я хочу сказать, и все. Больше ничего, за моими словами нет никакой двойственности никогда. Предсказатель настоящий, он вот такой простой человек. Я вас очень люблю, мне очень приятно с вами быть. С нетерпением жду нашей следующей встречи на новых видео. Пока всем!